Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Today, on the auspicious day of Srila Prabhupada's appearance, I want to actually speak on a verse from Chaitanya Charitamrita. Сегодня, в этот благоприятный день явления Шрила Прабхупады, на самом деле я хотел бы дать лекцию по Учению Чайтаньи. It is Chaitanya Charitamrita, chapter 2. Аделила, глава 2. Chapter 2, verse number 1. Please repeat. Sri Chaitanya Prabhum Vande. Shri Chaitanya Prabhu Vande. Sri Chaitanya Prabhum Vande. Shri Chaitanya Prabhu Vande. Vadopiyat. Vadopiyat. Anugrahat. Anugrahat. Taren Nana. Tare Nana. Matagraha. Matagraha. Vyaptam. Vyatam. Siddhanta. Siddhanta. Sagaram. Sagaram. Sri Chaitanya Prabhum Vande. Shri Chaitanya Prabhu Vande. Vadopiyat Anugrahat. Vadopiyat Anugrahat. Tare Nana Matagraha. Tare Nana Matagraha. Vyaptam Siddhanta Sagaram. Vyatam Siddhanta Sagaram. Sri Chaitanya Prabhum Vande. Shri Chaitanya Prabhu Vande. Valopiyat Anugrahat. Valopiyat Anugrahat. Tare Nana Matagraha. Tare Nana Matagraha. Vyaptam Siddhanta Sagaram. Vyatam Siddhanta Sagaram. Sri Chaitanya Prabhum. Shri Chaitanya Prabhu. Господу Шри Чайтаньи Махапрабху. Господу Шри Чайтаньи Махапрабху. Ванде. Ванде. Выражаю почтение. Выражаю почтение. Бала. Бала. Невежественный ребенок. Невежественный ребенок. Апи. Апи. Даже. Даже. Ят. Я. Которого. Которого. Ануграхат. Ануграхат. Благодаря милости. Благодаря милости. Тарет. Тарет. Пересечет. Пересечет. Нана. Нана. Разнообразных. Разнообразных. Мата. Мата. Теорий. Теорий. Граха. Граха. Крокодилов. Крокодилов. Яптам. Яптам. Полный. Полный. Сиддханта. Сиддханта. Заключений. Заключение. Сагарам. Сагарам. Океан. Океан. I offer my obeisance to Sri Chaitanya Mахапрабху, by whose mercy even an ignorant child can swim across an ocean of conclusive truth, which is full of the crocodiles of various theories. Я выражаю почтение Господу Шри Чайтаньи Махапрабху, по чьей милости даже неразумное дитя преодолеет океан философии, кишащий крокодилами разных теорий. Комментарии его божественной милости А.Ч. Бхактивиданты Свами Прабхупады. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху, Верховной Личности Бога, даже несмышленное дитя, неискушенное в науках, может спастись из океана неведения, который, словно чудовищами, кишит разного рода философскими учениями. Учение Будды, логические доводы Гьяни, системы йоги Патанджали и Гаутамы, а также философские системы Канады, атеисты Капилы и Датреи
Все это хищные обитатели океана невежества. Однако, по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, человек может постичь истину, избежав сектантских представлений, и осознать, что лотосные стопы Господа Кришны являются высшей целью жизни. Давайте же поклоняться Господу Шри Чайтаньи Махапрабху в благодарность за его милосердие к обусловленным душам. Шри Чайтаньям Махапрабху стапитам йена бхутале, своям рупам кадаматьям дадати свабхадантиха. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We are extremely fortunate Мы чрезвычайно удачливы. that Srila Prabhupada has come to the Western world. И наша удача заключается в том, что Шрила Прабхупада отправился в западную часть He мира. has saved us, Он спас нас not just from the conclusion of the mundane materialists, и не просто от каких-то материалистичных выводов, but also He has saved us from И the теорий. conclusions of the mundane spiritualists. также Он спас нас от выводов и теорий современных мирских спиритуалистов. There is many conclusions about God as there are almost people. И столько людей, столько существует различных мнений по поводу Бога. Thousands of people have their own ideas about God. Тысячи людей имеют свое собственное мнение о том, кто же такой Бог. Even if you look at Muslim religion, there are different groups fighting among each other, like Shiites and what are the other boys? Shiites and Sunnis. Sunni and Shiites, they fight and they kill each other. Итак, если мы рассмотрим, например, ислам, то там существует множество группировок, которые сражаются друг с другом, например, шииты и сунниты. All unrest in Iraq И все, since hundreds of years is Sunnis fight against Shiites. и в Иране, в Ираке вот эти вот Sunnis and Shiites, they fight against each other. Saddam Hussein was part of the Sunni group. то есть все вот эти вот конфликты, которые происходят в Ираке, и происходят потому, что там конфликтуют шииты и Actually, сунниты. a minority in Iraq. They were a minority. The party of Saddam Hussein is not the majority; it's a minority. И партия Саддама Хусейна на самом деле не являлась партией большинства, она была партией меньшинства. But violently, he was keeping control over the whole country. Но с помощью насилия он держал всю страну под своим контролем. And then you have the other type of Muslims, you know, that particularly also live in Iran. И также есть другие мусульмане, которые живут в Иране. And the most vicious fight was fought between Iraq and Iran about 20 years ago. И самая страшная битва была между Ираном и Ираком около 20 лет назад. There's a Muslims killing Muslims. Мусульмане убивали мусульман. In the name of Allah, they're killing each other. И во имя Аллаха они убивали друг So in друга. the same way, Muslims have been Muslim, Christians have been killing Christians. И таким же образом и христиане убивали There христиан. was a group of Christians in the 12th century in France. В XII веке во Франции была группа христиан. They believed that I cannot follow Jesus unless I'm a vegetarian. Они верили в то, что человек не является последователем Иисуса, если он не является If you вегетарианцем. follow Jesus, you have to give up eating meat И если вы хотите идти по стопам Иисуса, то вы and должны avoid оставить any мясоедение type of killing. и избегать любых убийств. And they believed even in reincarnation. И также они верили в реинкарнацию, They believed that the soul is eternal, они верили в то, что душа вечна, and now we are in this body. и то, что мы But this is находимся в этом not. теле But сейчас. some before this body, we were in another body. Но перед тем, как получить это тело, у нас было So другое тело. that's as close to knowledge as you can get in the West. И в том, что касается истинного знания, это самое близкое, наверное, то, что вообще было на Западе. They were murdered by the millions by the Christians И этих людей их убивали миллионами, христиане because убивали их, they were a competing party. потому что это была конкурирующая сторона. Practically speaking, all of South France and northern Spain became influenced by these people.
Практически говоря, вся Южная Франция, Yeah, northern, southern France and northern Spain. Южная Франция и Северная Испания, в этих странах они имели очень большое влияние. Whole cities were burnt. Города просто сжигались. There was one city called Béziers. Был один город, который назывался Безье. And one monk from Germany, he came all the way from Germany to create peace. И один немецкий монах, он проделал долгий путь из Германии для того, His name was чтобы Benno. создать мир, его And звали he fell Бенно. at the feet of the general of the papal forces. И он упал к стопам Papal of the army of the Pope. и он припал к стопам генерала, который командовал армией Папы Римского. Because this general was about to burn a whole city of 25,000 people. Потому что этот генерал, он уже был готов вот-вот сжечь этот город, в котором проживало 25 тысяч человек. Почему? Because among the 20,000 people, there may be 5 or 10 people that were protected by the others. They were Cathars, they believed in reincarnation and they believed in vegetarianism. Потому что из этих 25 тысяч человек, может быть, было 5 или 10 катаров, которые верили в реинкарнацию, вегетарианство, и остальные люди защищали их. These people were called the Cathars. Эти люди назывались And the катары. priest would eat only every second day. И священник, он почитал пищу только на каждый второй день. They were a beautiful type of Christianity, actually. На самом деле это было прекрасный вид христианства. So the city of Béziers was protecting a handful of these people. И этот город Безье, он защищал буквально несколько этих катаров. So the general decided to burn the whole city. И генерал решил сжечь весь город. So the German monk was saying, "My Lord, 99% of these people are Catholic. They're our people." И этот монах сказал: «О господин, 99% людей в этом городе наши, они католики». And the general said, "Burn them all. Let God makes a difference. Who is a Catholic and who is a Cathar?" И генерал сказал: «Сжечь их всех. Пусть Господь сам решает, кто там из них католик, а кто из них катар». The Catholics were burning Catholics. То есть католики сжигали католиков Out of political reasons. по политическим причинам. You see, when people develop their own ideas about God, Итак, вы можете видеть, когда у людей возникают свои собственные идеи в том, что касается Бога, then so many sectarian ideas develop. тогда возникают множество сектантских идей. The ceiling is white. Например, потолок белый. Look at the ceiling. Is white Давайте or посмотрим not? на потолок, он белый. You agree? Согласны? If somebody has a red spectacle on his nose, he will be convinced the ceiling is red. Но если кто-то оденет черные очки, то он будет убежден, красные очки, он будет убежден, что потолок красный. Somebody has green spectacle, he said the ceiling is green. У кого-то очки зеленые, и он скажет, что Somebody потолок has зеленый. blue spectacles, he said the ceiling is blue. У кого-то очки синие, и он скажет, что потолок синий. And then they start fighting. What is the color of the ceiling? И тогда они начнут драться из-за того, какого же цвета потолок. So the truth is truth. Истина всегда является And истиной. truth never changes. И истина никогда не Whether меняется. it is spoken by Krishna, by Lord Chaitanya, by Jesus, Кто бы ни произносил эту истину, Господь Чайтаньи, Кришна или Иисус, there's only one truth. истина только одна. But then people with their mundane vision, Но люди со своим мирским видением, they look at the truth. они смотрят на эту истину, And they're projecting their small-minded ideas on truth. и они проецируют свои какие-то недалекие идеи на эту истину. And that is the history of religion. И именно из этого состоит история религии. Religion is made by Krishna himself. Религия создана самим Кришной. Dharmani sakshat bhagavat pranitam. The religion is made by God. Религия создана Богом. No one can make religion. Никто не может создать религию. But materialistic people who are not very advanced, Но материалисты, которые не являются очень возвышенными, who are not highly realized, также не находятся на высокой ступени they're сознания, projecting their own ideas on God and on religion, on spirituality. они проецируют свои собственные идеи на Бога и на духовность. And in this way, since time immemorial, И это происходит с незапамятных the времен. master speaks the truth. Учитель говорит правду, And one истину. disciple thinks it means this.
Но один ученик думает, что это значит это, другой значит, что это значит то. И из-за этого развиваются различные группы. Они начинают сражаться друг с другом и спорить. И такова история религии. If you look at in the Chaitanya Chaitamrita, there's an example И в Чайтанье Чайтамрите приводится пример, where it is discussed the followers of Advaita Acharya. где рассказывается история последователей Адвайта Ачарьи. Some developed this kind of idea. Кто-то из них развивали определенные идеи, какие-то. Another one developed that type of an idea. Другие развивали другие идеи. And in this way they projected their own ideas on the teachings. Таким образом, на учение Адвайта Ачарьи они просто проецировали свои идеи. And then the verse said, in this way they all become asara, useless. И в этом стихе также говорится, что все они стали асара, или бесполезные. And the next statement is, any opinion outside of the opinion of the Acharya is useless, asara. И также там говорится, что любое мнение, которое выходит за пределы мнения Ачарьи, является бесполезным. In the purpose, Srila Prabhupada talks at length about the fall down of the Gaudiya Math. И Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху очень-очень долго рассказывает о падении Гаудия Матха. He said, Bhaktisiddhanta gave very clear instructions what to do and what not to do. Он пишет, Бхактисиддханта дал очень четкие наставления, что нужно делать и чего делать не And then следует. so many of his disciples invented their own ideas. Но после этого множество из его учеников And started изобрели какие-то свои идеи. consequently arguing with each other. И, следовательно, они начали ругаться друг с другом. And the whole movement was ruined. И все движение было разрушено. Till Srila Prabhupada came, До тех пор, пока не пришел picked up Шрила the Прабхупада, original teachings of Bhaktisiddhanta взял изначальное учение and Бхактисиддханты turned it into something which we know as the International Society for Krishna и Consciousness. превратил это учение в то, что мы сейчас знаем, как Международное общество сознания Кришны. Srila Bhaktisiddhanta and Srila Prabhupada, there is a great sense of oneness. И Шрила Бхактисиддханта и Шрила Прабхупада, их объединяет потрясающее чувство единения. One time I was in the room in Mayapur with Srila Prabhupada. Однажды я был в Майяпуре вместе с Шрилой Прабхупадой в одной комнате. And Satadanya Prabhu, he came into the room. И в комнату вошел Сададханья Прабху. And he said, Srila Prabhupada, the Ganges is rising. Он сказал, Шрила Прабхупада, Ганга выходит из берегов. Once a year the Ganga is coming. Раз в год это происходит, Ганга He выходит из said, but берегов. we are protected by Bhaktisiddhanta Road. Но наша земля защищена Бхактисиддханта Роуд, то есть You have been in дорогой Бхактисиддханты. Lift up your finger, who has been in Mayapur? Поднимите руки, кто был в Майяпуре. Yes. So you know there's a road going in front of all the temples, the Bhaktisiddhanta Road. И вы знаете, что перед всеми храмами проходит дорога, которая называется Бхактисиддханта Роуд. You know that road. Знаете ее? We all, when we go to Yoga Pit, we go that road. Когда мы идем в Йога-Питх, мы You go out of our проходим main по этой gate, you're on работе. the road. Так вы выходите из главных ворот, и вы уже на пути. That road was made by Уже на этой Bhaktisiddhanta. дороге. Эту дорогу построил Бхактисиддханта. So Prabhupada said, yes, this is the truth. И Прабхупад сказал, да, He это said, as воистину long так. as we stay on Bhaktisiddhanta's road, До тех пор, пока мы остаемся на дороге Бхактисиддханты, we are safe. мы в безопасности. And when we leave that road of Bhaktisiddhanta, Если мы покинем эту дорогу Бхактисиддханты, then so many ideas will come. тогда возникнет столько разных идей, And we lose being connected и мы потеряем эту связь с ними. to Parampara. Мы потеряем эту связь с Парампарой. So, Sakalaneya Mahata Yogunashta Parantapa. When Parampara is lost, the teachings are lost. И когда потеряна цепь ученической преемственности, Парампара, то само учение теряется также. So there are so many crocodiles of different philosophies, different types of religiosities. They're compared to crocodiles. Так вот эти различные религиозности, различные теории, они сравниваются с крокодилами. Их очень много. Very dangerous. Очень опасно. Because they lead you into the wrong direction. Потому что все они ведут вас в неверном направлении. They can't get you an answer. Они не дают вам ответов. I was born in a Catholic tradition. Я родился в католической традиции. That means up to here I was in the throat of a crocodile.
И это обозначает, что посуда я находился в пасти крокодила. Fortunately, I crawled out of that throat. К счастью, я вылез из этой пасти. That crocodile was about to devour me. И этот крокодил уже вот-вот был готов переварить меня. Because in that crocodile, I would have thought, well, very comfortably, I'm safe. Потому что, находясь в чреве этого крокодила, я бы думал, мне очень комфортно, я в безопасности. I can eat meat. Могу есть мясо. No problem. Нет проблем. I can drink wine. Могу вино пить. No problem. Нет проблем. I can drink alcohol. Могу пить алкоголь. No problem. Нет проблем. I just go once a week to church. Просто буду раз в неделю ходить в церковь. And then I confess my sins. Буду каяться в грехах. And then it's done. No sins anymore. Все готово, грехов больше нет. And in the end of my life, I go automatically to heaven. И в конце своей жизни я автоматически отправлюсь в рай. This is a crocodile. Но это же крокодил. There is no question that you will be saved. При таком подходе нет даже вопроса не There's no возникает, question that чтобы спасение обрести. There's no question that somebody can pay your bills. Даже не возникает такого вопроса, чтобы кто-то заплатил за вас по счетам. If you commit a crime, Если вы совершаете you преступление, have to pay the price. вы должны заплатить It's цену. not that I come, but I take your sins. Это не то, что я прихожу и забираю ваши I грехи. die for you, Я умираю за вас, and you go to heaven. а вы отправляетесь в рай. There's no such a thing. Такого нет. These teachings are not Sanatana Dharma. Все эти учения не являются санатана These дхармой. teachings are not the teachings of Jesus. И также все эти учения не являются учениями Иисуса. These are the ideas of mankind. Это все идеи человечества. The Acharya speaks the truth, И Ачарья говорит истину. but then people start different kind of religiosities. Но потом люди начинают основывать And they're различные fighting религиозные among each системы. other. И они сражаются друг с другом. And everybody claims he follows Jesus, И каждый из них утверждает, что он следует but there's наставлениям 3,000 Иисуса. different groups who don't agree with each other. Но в христианстве есть 3000 различных And групп, there's so которые many не могут groups прийти in к Muslim согласию. religion, they don't agree with each other. Также в исламе столько групп, которые не могут And прийти к there are so many согласию. Buddhist groups, they don't agree with each other. Также масса групп в буддизме. It's not that Также everybody agrees with the Dalai не Lama. пришли к согласию. Далеко не все согласны с Далай-ламой. There are plenty of Buddhists who totally disagree with the Dalai Есть Lama. очень-очень много буддистов, которые полностью не согласны с Далай-ламой. There are millions of Buddhists who are convinced that to follow the Buddha you have to be a vegetarian. Есть множество буддистов, которые считают, что для того, чтобы идти по стопам Будды, необходимо быть вегетарианцем. The Tibetan Buddhists don't think you have to be a vegetarian, they're meat eaters. Только тибетские буддисты считают, что не нужно быть So вегетарианцем, the можно есть Buddha мясо. came to preach ahimsa, that's the whole point about the Buddha. И это ведь основной смысл прихода Будды. Он пришел для того, чтобы проповедовать ахимсу, Non-violence. ненасилие. And how can the people who are reading this religion eat meat? И как могут люди, которые следуют этой религиозной системе, есть мясо? Jesus said, thou shalt not kill. Иисус сказал, не убий. And he who takes to the sword will be killed by the И sword. также он сказал, тот, кто берется за меч и от меча и погибнет. So as soon as you eat a hamburger, Так что как только вы съедаете гамбургер, you have taken the sword. вы взялись за меч. Because that animal is killed by the sword. Потому что это животное было убито You мечом. will be killed by the sword. И вы также будете убиты мечом. Tolstoy said, as long as there are slaughterhouses, there will be war fields. Лев Толстой говорил, что до тех пор, пока на земле существуют скотобойни, земля будет постоянно погружена в войну. Every cruel deed will follow you for years. Любое жестокое деяние будет You may преследовать not вас годами. remember. You will not remember. И может быть вы уже и не помните о But нем, it will come back to you. но оно обязательно к вам It's вернется. just a matter of time. Это просто вопрос времени. So if you eat meat, Так что если вы будете есть мясо, you may be a Buddhist, you may be belonging to this religion, that кем бы religion. вы ни были, буддистом, вы можете быть членом той религиозной системы или другой, It doesn't mean that much. это не так важно. Because you're actually eating the children of God. Потому что на самом деле вы поедаете детей Бога. How would you like? I saw many little boys here and girls playing in the pool. Скажите, как бы вам понравилось? Я вот здесь видел очень много маленьких детей, которые играют около бассейна. Who has a little child У here? кого есть дети, пожалуйста, поднимите руку. Lift up your hand. How would you feel if I say, I saw you little boy, I saw you little boy. Как бы, что бы вы почувствовали, если бы я, увидев вашего маленького мальчика, His flesh is very soft. у него очень мягкая плоть,
I would like to eat him for breakfast. Я бы хотел съесть его на завтрак. How would you feel? Что бы вы почувствовали? How can you say that I love you Как вы можете сказать, я люблю тебя, if I eat your child? если что я люблю вас, если я буду есть вашего ребенка? What type of love is that? Что это за любовь такая? Krishna is the father of all living beings. Кришна — отец всех живых существ. Aham bija pradapita. I'm the father of all creatures. Я отец всех живых существ. Ishvara sarva bhutanam, the lord of the control of all creatures. Также я управляю всеми живыми существами. Sarva bhutanam, not just humans. Я господин не просто людей, а сарва бхутанам. Hrideshya Drunatistati is sitting in the heart of everyone, even in the heart of an ant. Я нахожусь в сердце каждого, даже в сердце муравья. Then how dare you to eat the cow? Как вообще вы How dare you to осмеливаетесь eat есть the birds in корову? the sky Как вы можете есть птиц and claim to be a religious person? и считать себя религиозными How людьми? dare you to eat God's creatures Как вы осмеливаетесь есть and claim тварей Божьих to follow God? и считать и утверждать, что вы следуете Богу? If you do so, Если вы делаете так, you have become a crocodile. то вы сами превращаетесь в крокодила, You will devour other people. и вы будете переваривать и других людей. You will not lead them to God. Вы не приведете их к You Богу. will not bring about in their hearts a change of heart. Вы не сможете сделать так, чтобы их сердца изменились. And that's what spiritual life is about. Но ведь именно в этом Spiritual life is not заключается claiming, духовная жизнь. it is not claiming to be part of this institution or that institution, this religion or that religion. Духовная жизнь не заключается в том, чтобы считать себя представителем той или иной религиозной системы. Spiritual life is about changing one's heart. Духовная жизнь заключается в том, что мы меняем свое Turning сердце. away from materialism. Мы отворачиваемся от материализма. Beginning with not killing other living beings. И началом этого является отказ от убийства других That's живых the существ. bottom line. That's the bottom line. Это самое главное. If somebody Первая is строка. killing other animals for food, Если кто-то убивает других животных для того, чтобы употреблять их тела в пищу, he is totally bewildered as far as spiritual life is concerned. этот человек совершенным образом сбит с толку в том, что касается духовности. He is confused. Он полностью сбит с He толку. cannot understand the teachings of the founder of the religion. Он в замешательстве, он не в состоянии понять учение основателя религии. In Vedas it is clearly forbidden to eat animals. В Ведах дается очень четкий запрет He who на eats a поедание cow, живых существ. he who eats a cow, Тот, кто ест корову, he who kills a cow, тот, кто убивает he who корову, buys a cow, тот, кто покупает he who мясо sells a коровы, cow, тот, кто продает he мясо who коровы, cooks a cow, тот, кто готовит мясо he who коровы, serves a cow. тот, кто подает на стол мясо They're коровы. all murderers. Все эти люди являются And they suffer убийцами. the same reaction according to the laws of money. И в соответствии с законами Ману все они получают одни и те же плоды или реакции. In each Upanishad, the killer of the soul, whoever may be, has to enter the deepest regions of ignorance. И в Шри Упанишад говорится, что убийца души, кем бы он ни был, отправляется в самые глубокие области невежества. And Srila Prabhupada is talking about meat eating, И Шрила Прабхупада также говорит о мясоедении, those who kill animals. о тех, кто убивает животных. So there are so many. This is why this verse is called. Talks about the ocean of conclusive truth. People have concluded this is the truth, and that it's like an ocean of ideas. И именно поэтому в этом стихе описывается океан выдуманных истин, потому что люди выдумывают что-то. And in this ocean there are many crocodiles. И этот океан просто кишит крокодилами. Like Prabhupada points out here in this in his purpose. Как вот Прабхупада в этом комментарии пишет. He says, there are philosophies of Patanjali, Он говорит философия Патанджали, there are philosophy about the Buddha, философия о Будде, the presentations of jnanis, выводы гьяни, philosophers like Kanada, такие философы, как Канада, Kapila, Капила, Dattatreya. Дататрея. What happened to my spectacle? Okay. They're dangerous creatures of nations. They're dangerous creatures of nations. They're dangerous creatures of nations, of Это darkness. хищные обитатели океана невежества. And in the same way, mundane religion is actually not helping mankind. И на самом деле все вот эти мирские религии, они нисколько не помогают человечеству. Of course, having said that, it is better mundane religion than no religion. Конечно, лучше
следовать какой-то мирской религии, чем совсем не следовать никакой религии. Because at least people believe in God. Потому что, по крайней мере, люди верят в Бога. And at least people perform some service to God. И, по крайней мере, люди выполняют какое-то служение Богу. So some piety is generated. Так что они все-таки обретают какое-то благочестие. Besides the impiety. Вместе с этим они обретают также And so that неблагочестие. piety may bring them to the lotus feet of Krishna. И это благочестие может со временем привести их к лотосным стопам Господа Provided Кришны. they meet somebody То есть они встретят кого-то, who's able to explain to them the Vedic knowledge. кто сможет объяснить им ведическое знание. Provided they meet somebody who's situated in parampara. То есть они встретят кого-то, кто находится в парампаре. So that he can deliver the teachings of Krishna purely. И эта личность сможет доставить этим людям учение Кришны в неизмененном чистом виде. Because that's the problem with religiosity in the material world. Потому что именно в этом заключается проблема религии в современном мире. There's no parampara. Отсутствие парампары. And so therefore people have so many ideas about И God. поэтому у людей возникает столько идей о Боге. This idea about God, that idea about God, Эта this идея religion, о Боге, that та religion. идея о Боге, эта религия, другая религия. But there's no conclusion. Но нет финального вывода, So we are extremely fortunate нет заключения, и мы очень-очень-очень that we can hear from Lord удачливы, Chaitanya. потому что мы можем слышать послание Господа Чайтаньи. In every yuga there's an avatar. Каждую югу есть аватар, In this yuga it is Lord Chaitanya и в эту югу явился Господь Чайтанья to deliver the yuga dharma. для того, чтобы дать нам What юга-дхарму. is the yuga dharma? И что такое юга-дхарма? Yuga dharma is that by chanting God's name one becomes purified. И юга-дхарма звучит так: тот, кто воспевает именно Бога, тот очищается. And that is a fact. И это факт. The more devotees chant the name of God purely, И чем больше преданные чисто воспевают именно Бога, the more they become purified. тем больше они очищаются. The holy name is the most powerful tool there is on this planet. И святое имя является самым могущественным инструментом, который доступен на этой To планете, purify a living being для того, чтобы очистить живое существо from lust, от вожделения, from anger, от гнева, from greed, от жадности, from madness, от безумия, from illusion, от иллюзии and from envy. и от зависти. These are the 6 enemies of every single body in this material world, every human being. И то, что мы перечислили, это 6 врагов любого живого, любого человека в этой I've вселенной. never, till I came to Krishna consciousness, I attended church. I went to church before I came to. До того, как я пришел в движение, я также посещал церковь. I never heard somebody telling me there are 6 enemies in your heart. Но я никогда не слышал, чтобы там кто-то говорил мне, что вот эти враги живут в своем There's сердце. lust, anger, greed, madness, illusion, and envy. Что там есть вожделение, гнев, жадность, иллюзия и безумие. It's like a beast that has 6 heads. Это как зверь с 6 головами. And you have to kill that beast. Этого зверя необходимо убить. If you don't kill that beast, you will not be able to go back home, back to Если вы God. не убьете этого зверя, вы не сможете вернуться домой к Богу. I was never told. Мне никто никогда не I говорил was об этом. told the beast is outside. Мне говорили, что зверь находится снаружи. I remember when I was a little boy, Я помню, когда я был маленьким мальчиком, my parents told me never talk to Protestants. мои родители сказали мне, чтобы я никогда не разговаривал с протестантами. It's a different type of Christianity. Never talk to Protestants. Это другая ветвь христианства, протестанство. Мне родители запретили разговаривать с ними. They follow very dangerous philosophy. Они следуют очень опасной философии. And my sister said they are fanatic. И моя сестра сказала, что они фанатики. And I never heard this word. A little boy, it was the first time how I learned the word fanatic. И я был маленьким мальчиком, никогда не слышал этого слова до этого, и вот в таком контексте я узнал его. Fanatic means non-Catholic. И фанатик это обозначало не католик. That was my idea of fanaticism, how I had been taught. Так я понимал фанатизм, то есть так меня научили. So when I was in school, and when I came to gymnasium, it's the high school. Итак, когда я закончил школу и пришел в высшую школу, гимназию,
The teacher asked one question. Учитель задал один вопрос. He said, "Who do you think is the origin of everything?" Он сказал, кто, как вы считаете, является источником всего? And there was a guy sitting beside me. His name was Wilhelm Lenz. I still remember И рядом his со мной name. сидел один парень, его звали Вильям Ленц, я до сих пор помню, как его звали. He was fat. Он был толстый, And he was always lifting his finger like this. That's why I hated him. и он всегда вот так вот поднимал руку, я из-за этого ненавидел его. And the worst thing is he was a Protestant. И то самое худшее было в нем, он был So протестант. in our school we were taught where we have to sit. В школе нас учили, где мы должны сидеть. Not that you can choose your own Мы seat. не могли сами выбирать I место. would never speak to him because he was a Protestant. Но я никогда не разговаривал с ним, потому что он был And so when the протестантом. teacher asked this question, he lifted up his hand and said, "Everything is made by God." И когда учитель спросил, кто создал все, он немедленно поднял руку и сказал, все создал Бог. I was shocked. Я был в шоке. I said, "You believe in God?" Я сказал, ты что, в Бога веришь? He said, "Yes." Он сказал, да. I said, "You believe in the same God that we do?" И что, ты в того же самого Бога веришь, что и мы? Yes, there's only one God. Да, Бог-то один. I remember this. I was a little boy. I must have been 6 years old. I Я was shocked. помню, мне было, наверное, 6 лет, я просто был в шоке. In Ireland, when I was preaching in Ireland, И когда я проповедовал в Ирландии, I was working there in preaching Krishna consciousness for 14 years. я трудился там, проповедуя сознание Кришны In 14 Northern лет. Ireland, Catholics and Protestants are fighting since 1600 hold on a minute, 1616. И в Северной Ирландии католики 1618. сражаются с протестантами с 1618 года. A huge war broke out between these two groups. И это очень серьезная война длится In происходит между этими двумя группами. 1618. С And for 1618 года. 30 years, all of Europe was devastated by this huge religious wars, Catholics against Protestants. И в течение 30 лет вся Европа была разрушена благодаря этим войнам между Millions католиками и протестантами. of people were tortured to death. И миллионы людей были замучены до смерти. There was a famous torture which was a Swedish drink. Есть известная пытка, которая называется самое сладкое питье. Swedish means the Protestant forces. Swedish. The Swedish were Protestants. The Swedish country, Sweden. The Swedish drink. Шведский напиток. So the Protestants, what they would do is they would stick a piece of wood in the mouth of a Catholic. Так что делали протестанты, они клали кусок дерева в рот католику, And they would pass stool into his mouth. и они по-большому ходили ему в рот. And pour more and more stool and urine into his mouth till he will suffocate. И они добавляли эти субстанции, мочу и кал, до тех пор, пока он не задыхался. People would kill each other in such a cruel way. Люди убивали друг друга такими жестокими And способами. only 30 years later they came to the conclusion, let us make peace. И только спустя 30 лет они пришли к выводу, давайте же заключим мир. But in Northern Ireland, the peace never came to pass. Так случилось, что в Северной Ирландии мира так и не произошло. And people have been following this type of religiosity about Jesus and that type of religiosity about Jesus, and they're killing each other for the last 20-30 years. Люди продолжают следовать различным идеям о религиозности и убивают друг друга, в том числе последние 20 лет. And there's a 4-meter wall in the middle of Belfast between these two communities. Metal wall. A real metal wall, yeah. И в Белфасте до сих пор есть огромная железная стена, которая разделяет место обитания этих двух сообществ. Even today. Даже сейчас. So people would go on the street, they see us dancing on the street, they would come up to us. И люди, увидя нас, танцующих на улице, они подходили к нам. And they would say, are you Catholic or are you Protestant? И они спрашивали, а вы католики или протестанты? Hare Krishna. Да мы Хари Кришна. No. Are you Catholic or are you Protestant? Нет. Вы католики или протестанты? I'm Hare Krishna. Да я Хари Кришна. Catholic Hare Krishna or Protestant? Нет, подождите, вы католические Хари Кришна или протестантские Хари Кришна? And this is all going on in the name of Jesus. И все это происходит во имя Иисуса. You see, we are very glad that we have come to this conclusion.
Видите, мы очень-очень рады, то, что мы пришли к этому выводу. That by the mercy of Srila Prabhupada, И по милости Шрилы Прабхупады we can understand what is Siddhanta. мы можем понять Сиддханту. The Siddhanta of God is eternal truth. И Сиддханта Бога — это вечная истина. What brings us to God? Что приведет нас к Богу? Savai pungsam paro dharmo yato bhaktirat hoksati. To love God without motivation. Любить Бога, не имея никакой мотивации. Pure love of God. Чистая любовь к Богу. Ahituki apatiyata. Without motivation. Беспричинная любовь к Богу. Uninterrupted. Непрерывная. That actually saves a man. Вот это на самом деле то, что спасет человека. Jesus was talking about that too. Иисус также говорил об этом. One should love God with all one's heart, with all one's soul, with all one's mind, with all one's strength. Человек должен любить Бога всем своим умом, всей душой, всем сердцем и очень сильно. There's nothing wrong with that. That's the truth. И это истина в этом. That's Savai Pungsam. What is the highest religion? И какова же наивысшая религия? In fact, he was asked this question by a Pharisee. На самом деле фарисеи задавали ему этот вопрос. What is the highest religion? Какая религия He является said самой one should love God with all one's heart, with all one's soul, with all возвышенной? one's mind. That's perfect religion. И он ответил, что нужно любить Бога всем сердцем, So всей душой. he was preaching perfectly. То есть Иисус проповедовал совершенным образом. Because there's only one truth. Потому что истина только одна. There's only one religion. И только одна There are религия. not many religions. There's only one religion. Немного религий, только одна. And that religion is to love God. Эта Period. религия заключается в том, чтобы любить Бога. That's Точка. religion. Это религия. And that saves a man. И это то, что спасает If человека. we are able to love God, that will save us. И если мы будем в состоянии Because любить in Бога, the это спасет spiritual world, нас. everyone is loving God. Потому что в духовном мире все любят Бога. It is a lifestyle of the spiritual world to love God. Любить Бога — это стиль жизни духовного Here мира. the lifestyle is everybody loves himself. Но здесь стиль жизни такой, что каждый из So нас if we любит can себя. transform our love for ourselves Так что мы into должны love of God, трансформировать нашу любовь к себе, automatically we are qualified to enter into the превратив spiritual world. любить ее в любовь к Богу, и автоматически мы обретаем качество для того, чтобы вернуться в духовный мир. That's all that's needed. Вот и все, что нужно. Religion means religio, it comes from Latin. Re means again, and legio means connect. Религия происходит из слова религия происходит из латинского языка. Рея значит снова, и лигио означает соединять. Same you find in Bhagavad Gita. И о том же самом говорит Бхагавад-гита. Actually, religion and yoga is the same word. На самом деле слова йога и религия это одно и то Because же слово. yoga means connect. Потому что йога обозначает связывать. There's one verse in Bhagavad Gita. Есть один стих в Бхагавад-гите. It is verse number 6-2. Это 6 глава, 2 стих. 6-2. 1 second. Пожалуйста, секундочку. Bhagavad Gita 6-2. Go. Yam sanyasamiti prahur yogam tam vidi pandava nayasans yasta sankalpo yoga yogi bhavati kasana. What is called renunciation you should know to be the same as yoga, or linking oneself with the Supreme. Linking oneself with the Supreme in Latin, linking up, means connect with God, means religion, religio. So here it is mentioned very clearly, linking oneself with God, that's religion. Итак, что же такое отречение? Отречение — это не что иное, как йога. Знаешь же об этом. И именно об этом мы сейчас говорим, о том, что это связь, восстановление связи. И слово «религия» значит то же самое, это одно и то же слово. That's the goal of religion, that's the goal of yoga. И такова цель религии, и такова же цель йоги. Yogi namapi sarvesha miyatka matrantara I forgot. Забыл. An old moment. He is the greatest yogi, he always thinks of me who worships me. И тот является величайшим йогом, который все время думает обо мне. And he is the highest of all. Он самый высший. So there's only one yoga really. Так что на самом деле йога только одна. And that is to become Krishna conscious. И йога заключается в том, чтобы обрести сознание Кришны, или сознание Бога. Религия только одна. And that is God consciousness. И это сознание Бога. And that was preached by everybody who is an unauthorized preacher. И эта идея проповедовалась всеми, кто являлись
авторитетными проповедниками. What did Haridas Thakur preach? Что проповедовал Харидас Такур? He preached to chant the holy name of Он God. проповедовал воспевание святых имен Бога. They almost killed him И люди почти убили его, because he was preaching Yuga Dharma. потому что он проповедовал Югадхарму. He preached you should glorify the name of Он God. проповедовал то, что вы должны прославлять имя Бога. So he was beaten over 21 marketplaces. Его избили палками на 21 базарной площади. Now that Haridas Thakur suffered, И Харидас Такур страдал. does it help us in Krishna Но consciousness? помогает ли это нашему сознанию Do you Кришны? think you are saved by Haridas Thakur suffering, Как вы being считаете? beaten over 21 marketplaces? Как вы считаете, спасетесь ли вы благодаря тому, что Харидаса Такура били на 21 базарной площади? His suffering doesn't save anybody. Его страдания не спасут никого. But if you follow his teachings, Но если вы будете следовать его we go учению, back to Godhead. мы сможем вернуться к Богу. Nobody is saved by somebody's suffering. Никто не спасается благодаря страданиям какого-то другого That человека. doesn't save a man. Это не спасает. What saves a man is he follows the instructions of the teacher. Но то, что на самом деле спасает, это если мы следуем наставлениям And there's only учителя. one instruction, И наставление только одно and that is to love God. – любить Бога. And in Kali Yuga, the instruction how to do that, И в Кали-югу наставление о том, как the достичь method этого, how to do this is very clearly given. или метод очень четко дан. What is the verse? What is the verse? In this age of Kali Yuga, there's only one way. Кто помнит этот стих? Nasyeva, 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 gatiram yataha. Harinam, 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 kevalam, kalo nasyeva, nasyeva, gatiram. There's only one way in this age. В этот век только один путь. And that is to chant the name of God. И он заключается в том, чтобы воспевать имена Бога. That's what Haridas Thakur was teaching. И именно это That's учил what нас Lord Харидас Такур. Chaitanya was teaching. Этому учил нас Господь Чайтанья. Every bona fide teacher in the age of Kali will preach the same thing. Каждый истинный учитель в век Кали будет проповедовать одно и то же. Jesus said, "Our Father who is in heaven, И Иисус говорил: «О, Отец Небесный, hallowed be thy name. Your name should be да glorified." светится имя Твое». То есть мы должны прославлять Твое имя. There you have it. Вот и здесь тоже. It's in his teaching Это и в учении Иисуса, that one should chant the name of God. что мы должны воспевать имя Бога. But people are not chanting. Но люди не воспевают. How they're following Yuga Dharma? How do they follow their teacher? И как же они следуют наставлениям своего учителя? They have their own ideas. У них какие-то свои собственные And идеи. this is a problem. И в этом заключается There's проблема. so many different ideas Столько много различных идей about God, о Боге, about Jesus, о Иисусе, about Buddha, о Будде, even about Lord Chaitanya, даже о Господе even Чайтанье, about Srila Bhaktisiddhanta, даже о Шри even Бхактисиддханте, about Srila Prabhupada. даже о Шри Прабхупаде. Many people left our movement. Но многие люди оставили наше And they движение. think they have a different way or better way of following И Prabhupada. они считают, что они следуют наставлениям Прабхупады лучше, чем мы. They will say, "Well, we follow Srila Prabhupada much better than you. You don't really understand Srila И они Prabhupada." говорят: нет, вы на самом деле не понимаете Шрилу Прабхупаду, мы следуем его наставлениям гораздо лучше. They have their own conception of Srila У них Prabhupada. своя собственная концепция Шрилы Прабхупады. This is human. Это очень по-человечески. Therefore, we can be saved only if we follow the teachings of the Parampara, if we follow the teachings of the Acharyas. Именно поэтому мы можем обрести спасение, только если мы будем четко следовать наставлениям, исходящим от ачарьев, которые являются членами парампры. Yena gatahi panta, if we follow in the footsteps of the great self-realized souls. То есть, если мы будем следовать по стопам великих, осознавших себя душ. And not in the footsteps of some mundane people Но не по стопам каких-то мирских людей, who have developed their own mundane ideas about God. которые создали какие-то свои мирские идеи о Боге. One time we were walking with Srila Prabhupada, Однажды мы прогуливались со Шри Прабхупадой, and I think it was me or Shivananda, we asked this question to Srila Prabhupada. и Is it true that in our last life we have performed so many sacrifices, we bathed in so many holy rivers, we went to so many places of pilgrimage, as it says in Bhagavatam, there's one verse. И кто-то из нас, я не помню, то ли я, то ли Шивананда, мы спросили у Шри Прабхупады, Шри Прабхупада оправдали, что, как утверждается в Бхагаватам, что в прошлой жизни мы посетили все места паломничества, совершили омовение всех святых реках и так далее. And Srila Prabhupada laughed at us. Шри Прабхупада засмеялся над нами.
because we didn't understand. Потому что мы не понимали. The real truth, and he told us. И истина заключается в том, и он сказал нам об этом. He said, actually, I have created you good fortune. Он сказал, на самом деле, это я создал вашу удачу. Because even if in your last life you have visited all the holy places and taken baths in all the holy places and visited all the holy places of India. Потому что даже если вы в своей прошлой жизни посетили все святые места Индии и совершили омовение во всех святых источниках и реках, Unless you meet a pure devotee, пока вы не встретите чистого who gives you преданного, the teachings of Krishna который purely, даст вам в чистом виде наставления Кришны, all your visiting of holy places and holy places of bathing in holy rivers, visiting holy places of pilgrimage doesn't help you. все вот эти посещения святых мест и омовения, они не помогут вам. So this is the philosophy. Такова философия. That yes, we have to have some piety to come to Krishna consciousness. Да, конечно, мы должны обладать каким-то благочестием для того, чтобы прийти в сознание Кришны. And yes, it is a fact that everybody who sits in this room, he has some piety from previous life. Это факт, что каждый сидящий в этой комнате имеет какое-то благочестие с прошлой жизни. He has some sukriti. У него есть какое-то сукритие. Otherwise, he could not sit here. В противном случае он бы не сидел If здесь. you preach to a person, I pointed it out in my last lecture, who doesn't have sukriti, it's like preaching to a potato. Я в своей прошлой лекции говорил, как если вы помните, что проповедовать человеку, у которого нет сукрити, это то же самое, что проповедовать картофель. You can preach to Katovska day and night, he will not be able to understand. И вы можете картошке проповедовать день и ночь, она все равно ничего не поймет. You try, you take a potato, Попробуйте, возьмите картофелину, put it on the table, положите на стол, and tell the potato, Krishna is the supreme personality of God. и скажите этой картофелине: Кришна – Верховная Личность Бога. What will happen? Nothing. Что случится? In Ничего. the same way, you can go up to materialists who have no piety. И также вы можете подойти к материалисту, у которого совсем нет You can preach благочестия, to them Krishna consciousness for the rest of forever. и можете проповедовать ему сознание Кришны до окончания вечности. You might as well talk to the potato. С тем же успехом можно с картофелем разговаривать. Nothing will happen Ничего не изменится, because there's nothing there. потому что там пусто. There's no the area which is responsible for spirituality is of the size of a pea in the brain of a materialist. Потому что в мозгу материалиста область, которая отвечает за духовность, она размером с горошину. How can you preach to such people? И как можно проповедовать такому человеку? You can engage them in Krishna's service. Yes, that you can do. Можно занять его в служении Кришне, да, это вы можете сделать. So when devotees, when they come to the movement, they do have some piety. Otherwise, they can. Or when they're born in this movement, some of our young people, they're born in this movement. Very, very fortunate. They have some great karma from the past to be able to come here and to be able to understand the message of Krishna. That is already. You have some qualification. Итак, когда преданные приходят в наше движение, у них, конечно, должно быть какое-то благочестие. Особенно это касается тех преданных, которые рождаются в семьях преданных. И для этого нужно иметь очень-очень много благочестия, для того, чтобы иметь возможность понимать послание Кришны. Поэтому очень важно правильно относиться к преданным. И также отдавать свою любовь преданным. Заботиться о преданных. Поддерживать преданных. Помогать преданным. Это очень важно. Потому что все преданные — это очень особые люди. Но даже если вы являетесь особым человеком, потому что у вас есть сукрити с какой-то прошлой жизни, все равно. Если вы не встретите истинного духовного учителя, который сможет поведать вам учение Бхагавад-гиты и Бхагаватам без изменений, как они есть, вы не обретете спасения. Поэтому это очень особенный день. И Шрила Прабхупада явился на Запад. Он даже в Россию приехал. Для того, чтобы проповедовать чистую истину сознания Кришны. И каждый, кто принимает ее, является очень удачливым. Как вот, например, наши дети в сознании Кришны. Они родились в нашем движении. Очень удачливы. Дети все равно, несмотря на то, что они получили рождение в движении, они по-прежнему должны стать его членами.
Just being born is not sufficient. И одного рождения в движении недостаточно. You still have to join at one stage. На каком-то этапе Meaning to нужно come to the присоединиться. conclusion, I want to practice this, actually this is my religion, I will practice this for the rest of my Мы life. должны прийти к такому выводу в какой-то момент, что это моя религия, я буду практиковать ее до конца своей жизни. If somebody is a young boy, Если кто-то, маленький мальчик, very difficult time for a boy, для мальчика это непростое время, очень or трудно. for a girl, 14 И years. для девушки, например, 14 лет, 15 лет. If he is intelligent, Если они разумны, he should say, I would like to practice Krishna consciousness for the rest of my life. они могут сказать, я хочу практиковать сознание Кришны всю свою оставшуюся жизнь. If he has that purity, Если у него есть эта we should чистота, help him. мы должны помогать ему. Ideally, he should go to Mayapur, to Gurukul and become properly trained. И в идеале мы должны отправить такого ребенка в To keep Майяпур, в him Гурукулу, out, для того, to чтобы он keep him получил out должное of, to образование. keep him out of material Для association того, чтобы он был altogether, лишен общения материалистов. so that he can be trained to practice Krishna consciousness throughout his life. И так он получит должное обучение для того, чтобы практиковать сознание Кришны And всю if you свою жизнь. find he doesn't have that inclination, А если вы обнаружите, что у ребенка нет такой склонности, then he should be trained in a nice way. He should be trained to be able to support himself. тогда его нужно обучить соответствующим образом, чтобы он мог поддерживать себя. So he needs some education. То есть ему нужно какое-то образование. Otherwise, he will not be able to survive later and support a В family. противном случае он не сможет выжить сам и поддерживать свою At семью. the same time, we should try to get an education for him delivered by people who are Krishna conscious. Но также нужно устроить так, чтобы он получал образование от людей, которые обладают сознанием Кришны. Ideally, we should have our own schools В идеале, конечно, мы должны свои собственные школы организовать, to train those who can be fully Krishna conscious, чтобы учить тех, кто полностью желает практиковать сознание Кришны. because they have this inclination, they have this guna karma. Так как они обладают этой склонностью, определенной гуна-кармой, The pious people то есть благочестивые люди, and those who are less pious, и те, кто является менее they благочестивыми, still accept Krishna as their religion. они все равно, они также принимают Кришну We should have school, our own schools to train them. как свою религиозную систему, но мы должны иметь наши собственные школы для того, чтобы обучать этих The детей. things they need to know that they can go to the university. И мы должны давать им там то, что они должны знать, чтобы поступить в университет. Srila Prabhupada has given us all these ideas. И что Прабхупада дал нам все эти идеи, He has given us a complete model how to live Krishna он consciousness. дал нам полноценную, законченную модель в том, что касается, как жить сознание Кришны. He has told us we need schools, Он сказал нам, что нам нужны школы, and we need temples, нам нужны храмы, and we need farm communities, нам нужны сообщества, которые живут and на we need фермах, brahmacharis, нам нужны and брамачари, we need householders, нам нужны and we домохозяева, need sannyasis, нам нужны саньяси, and we need нам vanaprastha, нужны варнапрастхи, and we need brahmacharis, и брамачари, and we need и brahmacharinis. брамачарини. A whole package. Все, весь набор. There's something there for everybody. Для каждого есть Not everybody is the возможность same. занять себя, потому что все из нас There's разные. different types of devotees. Есть разные виды преданных. Some are very. May I ask what you want? My water? No, this one is okay. Good boy. Different types of devotees, they're different type of natures. Есть различные природы и различные виды преданных. That's why there's Varnashram Dharma. Именно поэтому Chaturvana существует Maya наша Shishtam дharma. Guna Karma Vibhagashaha. There's a verse in Bhagavad Gita where Krishna says there are 4 classes. Есть такой стих в Бхагавад-гите, в котором Кришна говорит, что существует 4 категории людей. And one is a member of one of these 4 classes according to his guna and karma. И каждый становится членом той или иной категории в соответствии со своей So every гуна-кармой. one of us has different guna and karma. Так что у каждого из нас определенная And гуна-карма. we should help in Krishna consciousness devotees to understand what is my guna and karma. И мы, и преданные должны помочь нам осознать, какова же наша In гуна-карма. what way can I practice Krishna consciousness? То есть, каким образом я могу практиковать сознание And it Кришны. means different things for different people. И для разных людей этот вывод будет разным. Some people can practice Krishna consciousness 100%. Кто-то может практиковать сознание Кришны на 100%,
Some people can practice Krishna consciousness to 80%. Кто-то может быть на 80, Some people to 50%. кто-то на 50, Some people 10%. кто-то на 10. But they're all devotees. Но все равно все эти So in люди our преданные. society, there's a variety of engagements, a variety of doing things for different people according to their guna and karma. That means varnashram. Итак, в нашем обществе есть множество видов деятельности, которыми могут занять себя люди, обладающие различными гуна-кармой. All this we have learned from Srila Prabhupada. И все это мы узнали от Шрилы Прабхупады. And he has shown us how to go to India. Он также показал нам, как можно в Индию ездить. And before we came to Krishna consciousness, we would take bath in Moldau. Moldau, what is it called? Volga River. И до того, как прийти в сознание Кришны, мы купались в Волге, может быть. Everybody wants to take a bath in the Volga and he thinks he has achieved the goal of life. Все хотят совершить омовение в Волге и считают, что это цель их жизни. We know taking bath in the Ganges is the best you can do. Основная цель жизни. Но мы-то знаем, что омовение в Ганге это то, что это самое Even better to лучшее. take a bath in Yamuna. А еще лучше в Ямуне омовение Even better to совершить. take bath in Radhakund. Или в Радхакунде So еще Prabhupada лучше. has given us all these things. Прабхупада дал нам все это. What would you have without Prabhupada? Что бы вы имели сейчас без What do people Прабхупады? have outside of Krishna consciousness? What do they have? Что есть у людей, которые не являются членами нашего You have движения? Ganga, У нас есть Ганга, you have Yamuna, у нас Ямуна, you have у Radhakund, нас you Радхакунда, have Shyamakund, у нас you Шьямакунда, have Govardhan, у нас Гавардхан, you have Prasadam, у нас Прасад, you have Japa, у нас Джапа, you have Srimad у нас Bhagavatam, Шримад you Бхагавата, have Bhagavad у нас Gita, you Бхагавад-гита, have Chaitanya у нас Чайтаньи Chaitamrita, Чаритамрита, you have the teachings of all the у нас Goswamis, учение всех you Госвами, have Lord у Chaitanya, нас Господь you have Чайтанья, Rupa у Goswami, нас Рупа you have Госвами, Sanatana Санатана Goswami, you have Госвами, Krishna and Balaram, Кришна и you Баларам, have Nitai and Gaur, Нитай и you Гора, have Radha and Krishna. Рада и Кришна. So many wonderful things Srila Prabhupada has given Столько us. прекрасных вещей, что Прабхупада You дал. have Sandesh, Сандеш, you например. have Rasgula, У нас Сандеш и Расагулы. you have, what is my favorite, Моя самая любимая Shrikant. Шриканты. When I was a young brahmachari, I was called Burfi Brahmachari because Когда я был молодым брамачари, меня называли Бурфи Брамачари. I was eating so much burfi. Я столько бурфи ел. And so I became sick, and due course of time I developed boils. Boils. Boil is when it smells and it's full of pus. Your skin becomes very hard and full of pus, and you have to squeeze the pus. Да, я доелся этих бурфи до такой степени, что у меня все тело прыщами покрылось. So after one year of Krishna consciousness, I had them here in my neck, I had them everywhere. И спустя год сознания Кришны у меня все тело было покрыто прыщами. На шее, на спине они были. Why? Почему? Burfi. Это все из-за бурфи. So I went to the hospital Я отправился в больницу. and I had an operation. Мне сделали операцию. And the doctor told, there were something like 16 people lying in one room with different ailments. И в одной палате лежали порядка 16 человек с различными заболеваниями. And I was chanting Hare Krishna. Я воспевал Харе Кришна, Харе Кришна. The doctor told me, you can't do this, people are complaining. Доктор сказал, ты не можешь это делать, потому что эти люди жалуются. So I said, roll me into the hallway, nobody can complain. Я сказал, ну хорошо, вы меня тогда выкатите в холл, там никто не будет жаловаться. So they rolled the bed in the hallway and I started chanting. И они выкатили мою кровать в холл, и я там начал воспевать. The doctor said, people are still complaining, you can't do this. Врач сказал, люди все равно жалуются, ты не можешь это делать. So I noticed that at the end of the hallway there was the room where they would bring the dead people in. И я заметил, что в конце холла есть комната, куда они трупы складывают. Not dead people, people who are dying. Нет, не трупов, а тех, кто вот умирает. And I said, roll me in there, they can't complain. Я сказал, вы меня туда откатите, потому что они-то точно жаловаться не будут. So they rolled me into this room. И они откатили мою кровать в эту комнату, And people were dying. и люди там умирали. And one next door, the doctor came to me and said, can you not stop chanting? The man thinks he's in heaven. И врач в какой-то момент пришел ко мне и сказал, ты не мог бы воспевать, не останавливаясь, потому что этот человек, он считает, что он в раю. He said, very good that he thinks he's in heaven. Это очень хорошо, что он считает, что он в And раю. next door somebody was dying.
И там кто-то по соседству умирал. And he said to me at the moment of death, he said, young man, young man. И в момент смерти он закричал: молодой человек, молодой человек. Who won the football match last night? Кто там победил в футболе вчера вечером? Was it Berlin, Hertha Berlin, or was it Munich? Это Берлин или Мюнхен? And then he died. И потом он умер. This is the death of a materialist. Такова смерть материалиста. When Srila Prabhupada was leaving his body, Когда Шрила Прабхупада оставлял тело, because his mind was fixed on Krishna. так как его ум был At the time сконцентрирован на of death, Кришне, he had no interest for football teams. во время своей смерти его совершенно не интересовали футбольные команды. He said, Hare Krishna. Он сказал: Хари Кришна. That is a test. И это проверка. Antanarayana Smriti, to be able to remember Krishna at the time of death. Сможем ли мы вспомнить о Кришне в момент нашей The смерти? moment of death shows actually where a person is. И момент смерти показывает, на каком уровне на самом деле находится That's личность. why I have full faith in Prabhupada. Именно поэтому я обладаю полной верой в Not only I Шрилу saw his life, Прабхупаду. Я не только видел его жизнь, but also I saw with my own eyes how it was leaving the body. также я своими собственными глазами наблюдал, как он оставляет тело. There was nothing in his mind but Krishna. В его уме, кроме Кришны, не было ничего. Well, that person Это личность, who has suffered utter poverty in India который страдал от чрезвычайной бедности в Индии and worked without support и работал без to поддержки get his first books published. для того, чтобы напечатать свои первые He книги, came to America with $7 in his pocket, который приехал в Америку с $7 without в any кармане, support, без поддержки. standing alone under a tree in Tompkins Square И он стоял в одиночестве под деревом в Томпкинс-парке, and в chanting Hare Томпкинс-сквере, Krishna. и воспевал Хари Even in Кришну. the cold of the winter, Prabhupada had never seen snow in his life. Даже зимой, хотя Прабхупада никогда не видел снега в своей So жизни, much suffering. столько страданий. And people stole his typewriter. И люди украли у него And печатную he didn't машинку. know where he would go next. И он не знал, куда он дальше He had отправится. only permission for 1 month to stay in America. Ему разрешили остаться в Америке всего на 1 месяц, Who was preaching который проповедовал and developing 5,000 disciples. и со временем создал 5000 учеников. And in the follow-up, went 14 times around the planet. И он облетел земной шар 14 раз. That person who wrote in a short span of 12 years, Та самая личность, которая за небольшой срок, 12 лет, more than 100 books, more than Shakespeare, написала более 12 книг, более 100 книг, больше, чем Шекспир, who wrote 15,000 letters который написал 15 тысяч писем and spoke 5,000 lectures, и дал 5000 who лекций, slept only 2 hours at night который спал 2 часа в день and was working always for our well-being. и всегда работал для нашего блага. That's our spiritual master, our Param Guru, or our Acharya, Таков наш духовный учитель, His Divine Парам-гуру и Grace Ачарья. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Его божественная милость Ачарья Бхактивиданта Свами We are Прабхупады. extremely fortunate. Мы чрезвычайно удачливы. Not only that we have some good karma to be able to come here, И дело не только в том, что у нас есть какая-то хорошая карма, we и are мы пришли extremely сюда. fortunate that we met the right person. Мы также чрезвычайно удачливы, потому что мы встретили правильного человека. That Prabhupada came in our life, Что Прабхупада пришел в нашу жизнь. and that will save us. И именно это спасет нас. So this is a day to remember Srila Prabhupada's greatness. И сегодня мы памятуем о величии Шри Прабхупады. Without Srila Prabhupada, what would be our future? Без него каким бы было наше будущее? I was yesterday talking with Prabhu Vishnu Maharaj. Я вчера разговаривал с Прабху Вишну Махараджем. We were staying in the same hotel in Istanbul when we were 18 years old. Когда нам было по 18 лет, мы с ним жили в одном и том же отеле в Истамбуле. We didn't know each other. Мы не знали друг друга тогда. It was before we came to Krishna Это consciousness. было до того, как мы пришли в сознание Кришны. We stayed in the same caves in Crete. И мы на острове Крит были в одних и тех же пещерах. Radhanath Swami stayed in the same cave, Prabhu Vishnu Maharaj stayed in the same cave, I stayed in the same cave. We didn't know each other. Радханат Махарадж останавливался в этой пещере, также Прабху Вишну Махарадж и я, мы не знали друг друга. But we were all part of the same rebellious movement of the 60s. Но все мы были частями того повстанческого движения 60-х.
There was a Rolling Stone concert in Hamburg. Бунтарского движения 60-х. And И в Гамбурге как-то был концерт And Rolling many of Stones. us, we were living in communes in Hamburg. И многие из нас жили в хиппи-коммунах в Гамбурге. And we hardly had any money, Денег у нас не было, but our life was free. но мы жили свободной So we жизнью. stormed the Rolling Stone concert. There Так was что a мы huge fence. штурмом взяли этот концерт Rolling Stones. Там был огромный забор. Hundreds of people climbed on this И сотни fence. людей просто перелазили через этот And забор. the fence fell down. И забор упал в конце And we концов. stormed this Rolling Stone И мы concert. взяли штурмом этот концерт Rolling And Stones. later I found out who else was on the fence except myself. И впоследствии я узнал, кто еще был на этом заборе, Bhakti кроме меня. Swami was on that fence. Бхактивinoда Махарадж был на этом заборе. Satchidananda Swami was on this fence. Сачинанда Свами был на этом заборе. Three of us. Нас было трое We were on the same fence. на одном и том же заборе. Three of us, we stayed in the same caves. Трое из нас, мы жили в тех же самых пещерах. Radha Swami, Радханаth Махарадж, Прабхавишну Махарадж and myself. и я. And two of us stayed in the same rundown hotel in Istanbul, И двое из нас останавливаются в одном и том же отеле в Стамбуле. Hotel Gulan. Отель Гулан We называется. didn't know each other, Мы не знали друг друга, but we were on the same search. но мы находились в одном и том же We поиске. were bewildered people. Мы были совершенно We сбиты с didn't толку. find anything in the Western world. Мы не смогли найти, So we were ничего searching. найти в западном мире. And all of us somehow or other met Srila Prabhupada. И каждый из нас так или иначе встретил Шрилу Прабхупаду. I used to go to the same places in Hamburg that Bhakti Baba Swami used to go. И мы с Бхактивинода Махараджем посещали одни и те же места в Гамбурге. We used to stay in the same place called Speak Easy. Мы в одном и том же месте находились, Late at называлось night. Speak Easy. Every hippie in town would stay there. Потому что каждый хиппи в городе останавливался в этом месте. But we didn't know each other. Но мы не знали друг We друга. were staying in the same communes. И мы жили в одних и тех же коммунах. We actually have the same friends. У нас общие друзья. I know the same guys that he knew Я знаю тех же самых парней, которые знают by он name. по именам. We sometimes laugh about it. Когда мы шутим и смеемся But we didn't по know each этому other. поводу. Но мы не знали друг друга. And we all met Srila Prabhupada. Но все мы встретили Шрилу So Прабхупаду. you see how Srila Prabhupada got us all together. Видите, как Шрила Прабхупада собрал нас всех здесь вместе. He pulled us all together from different areas of the world Он вытащил нас всех из разных частей мира и собрал здесь, to start this movement, the International Society of чтобы Krishna. основать это движение, Международное общество знания Кришны. Nobody has a reason to be proud of himself. Ни у кого из нас нет причины для You того, may чтобы be a гордиться собой. great singer. И, может быть, вы хорошо поете, You may be a great speaker. может быть, хорошо говорите, You may be very beautiful, может быть, вы красивы, or you may be very learned. или, может быть, вы очень But ученый. all these things you have, they're Krishna's gift. Но все, что у вас есть, это не что иное, как дары Кришны. There's no need to be proud of whatever gift we may have of Krishna. И нет никакой необходимости гордиться теми дарами, которыми одарил нас It is Кришна. He who is the ability in man. Он талант в человеке. It is He that is the intelligence of the intelligent. Он разум разумных. It is He that is a power in powerful man. Он сила у сильных. So anybody who is proud of himself is a fool number one. И любой, кто гордится собой, это дурак номер один. Anybody who takes credit for his activities, for his achievements, И любой, кто считает себя достойным славы за какие-то свои свершения, he's in darkness. он пребывает в тьме. But one thing we can be proud of, Но есть одна вещь, которой мы можем гордиться. very proud of, И очень сильно гордиться that is to этим. be followers of Srila Prabhupada. То, что все мы являемся последователями Шрилы And Прабхупады. another thing we can be very proud of. Другими словами. Another И thing еще одна есть вещь, которой тоже можно очень гордиться. ISKCON. Это ИСККОН. We can be very proud of Мы ISKCON, можем очень сильно of гордиться the society, тем, что мы International члены Society ИСККОН, for Krishna consciousness. Международного общества сознания And we should Кришны. use our life to build ISKCON and to protect ISKCON. И мы должны использовать свою жизнь для того, чтобы построить ИСККОН и That защитить will его. be the highest worship of Srila Prabhupada. Хайст. Worship. И таким образом мы сможем He поклоняться said, Шриле your love will Прабхупаде be shown, наивысшим образом. your love will be shown the way you cooperate. И он сказал, вы продемонстрируйте свою любовь так, как вы будете Not to go away сотрудничать. and start your own movement.
Это не значит, что мы должны покинуть искон и основать свое собственное движение. Любой дурак может это сделать. Трудиться вместе, как братья и сестры в сознании Кришны. И кто-то может быть старшим братом, кто-то может быть младшим братом. Все мы дети Шрилы Прабхупады. Он спас нас всех. И в этот день мы должны памятовать о величии Шрилы Прабхупады. И мы должны взывать к Его милости. Его милость всегда доступна. Неважно, ученики Шрилы Прабхупады или ученики его учеников, или ученики учеников его учеников. Неважно, сколько нам, 15 лет. Или мы уже старики. Каждый должен взять эту милость. Если вы молоды, 15 лет, берите милость. Это самое важное в вашей жизни. Попытайтесь обрести сознание Кришны. Не ждите других. Каждый должен схватить Кришну. Не слушайте то, что люди могут сказать. У людей может быть столько различных мнений в религии. Но каждый должен схватиться за лотосные стопы Шрилы Прабхупады. И таким образом обрести спасение от материальной иллюзии.